Привет! Знаете, что мы сейчас будем делать? Давайте-ка разберем один замечательный гимн, или как его еще называют, хвалу добродетельной жены. Замечу сразу, что я прекрасно понимаю, что во времена написания этих строк подобное отношение к женщине было нормой. Ну то есть, что приобретение жены – это как инвестиция, выгодное вложение. И глупо винить людей в том, что они просто жили по законам своего времени. Но меня умиляет другое. То, как на сегодняшние реалии натягивают древние отношения к женщине, выдавая очевидное унижение за хвалебную песню жене. И именно жене, а не женщине. Ведь во все века понимали, что та, кто замуж не вышла и детей не нарожала, это недоженщина. Итак, притча, 31 глава, 1 стих, слова Лемуила или Лемуэла, царя, наставление, которое преподала ему мать его. То есть это некий царь Лемуил, которого одни толкователи считают Соломоном с какого-то перепуга, другие – кем-то из Вавилона или Египта. И этот царь какого-то племени, явно не израильского, рассказывает, чему учила его мать. С 1 по 10 стих там идет пара-тройка довольно примитивных наставлений о том, что такое хорошо и что такое плохо. Есть также один интересный совет о том, что с горя не грех и прибухнуть до полузабытия. Это 6-7 стихи. А вот с 10 стиха начинаются наставления, какие своему сыну мать давала относительно жены. Можно предположить, что она, вспоминая себя, говорила ему, что оторванную от родного дома девушку, оказавшуюся в чужой семье, надо любить, относиться к ней с терпением, считаться своим мнением и так далее. Но там немного не об этом. 10 стих. «Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов». Начинается с красиво завуалированной мысли, что у жены есть цена, что для того времени было абсолютной нормой. Это норма. И маман советует сыну не скупиться. Коль товар хороший, надо не жалеть жемчуга. Скупой, как известно, платит дважды. Да, кстати, и для самой девушки знать себе цену – это очень удобно. А то мучаются сегодня девоньки на выдане, как говорится, в базарный день себе цены сложить не могут. Надо же не продешевить, продавая себя в замужество. А тут так удобно. Уже цена на товар есть. Осталось только платежеспособного купца найти, да сделочку оформить. 11 стих. «Уверена в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка». То есть, все верно мама советует. Качественная жена – вложение прибыльное. Можно быть уверенным. 12 стих. «Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей». Она ему воздает. А за что она ему воздает? Выкуп за невесту забрали ее папа и братья. А за что она может воздавать? Да еще до конца своей жизни. Что она такого получила? Замужество она получила. Ее замуж взяли. Ведь это, считай, все. Жизнь наполовину удалась. Осталось только детей здоровых нарожать, и все. Она полноценная женщина. Настоящий человек. А хотя нет. Женщину человеком совсем недавно признали. Женщина – друг человек. Тем не менее, для того времени стать женой и многодетной матерью – это верх стремлений и мечтаний любой девушки. И в наше время для некоторых, походу, тоже. И далее с 13 стиха идут перечисления суперспособностей стоящей жены. Добывает шерсть и лен, и с охотой работает своими руками. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем, и урочная служанкам своим. Задумывает она о поле и приобретает его. От плодов рук своих насаждает виноградник. Но тут просто и швец, и жнец, и на дуде и грец. Жена владеет сразу несколькими профессиями и ведет несколько бизнесов, имеет в подчинении людей и занимается торговлей. 17 стих. Припоясывает силу и чресла свои и укрепляет мышцы свои. То есть она и не дюймовочка хрупкая, а если что, и диван сама поднять может, чтоб полы помыть. Ну или что там у них было? Ложе. И с 18 стиха. Она чувствует, что занять ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью, протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено. Длань свою она открывает бедному, и руку свою подает нуждающемуся. Не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Она делает себе ковры, весон и пурпур одежды ее. Тут добавляются сочные мазки в портрет этой обычной, просто добродетельной жены. А точнее, намазывается погуще на то, что уже было выше сказано. Ну просто на все руки от скуки, все у нее схвачено, за что не возьмется, все получается, еще благотворительностью занимается. И тут возникает вопрос, что делает для нее муж?
Если она себя одевает, кормит, да еще одежду мужу и детям шьет, ковры делает, кучу бизнесов ведет и так далее. А вот что, 23 стих. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Муж ее сидит и лясы точит с другими мужиками в брендовых шмотках от жены. Спокойно, апологеты, я знаю, что у ворот города они там очень умными делами занимались. Судебные заседания типа Госдума, но тем не менее, муж ее сидит. А она, 24 стих, она делает покрывало и продает, пока он там сидит. И поясы доставляет купцам финикийским. 25 крепость и красота одежда ее, весело смотрит она на будущее. Никаких депрессий или ОКР у такой суперменши, естественно, и быть не может. И 26 стих. Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке ее. Это самое мое любимое. Она рта лишний раз не раскрывает, только все по делу и кротко. То есть она пашет за четверых, обеспечивая с избытком всю семью, и при этом белолицый черноброва нраву кроткого такого. 27 стих. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Да, на каждую крошку она сама себе зарабатывает. И это помимо кучи детей, торговли и пошива двойной одежды для всей семьи. И что же она от всего этого имеет? Похвалу! А что еще женщине нужно? 28 стих. Встают дети и ублажают ее. Пу-пу-пу, синодальный перевод местами дюже устарел. Муж и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. А вот тут прям интересно стало. Много было жен. Не есть сейчас вокруг, типа как много девушек хороших, но было много жен. И это муж ее так говорит. Я просто представляю, если бы мой муж мне сказал: ты знаешь, столько было суперских жен, но ты... Вот это я понимаю, умели раньше мужики комплименты делать. Это, пожалуй, самый лучший комплимент в моей жизни. 30 стих. Миловидность обманчива, красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Все правильно. С миловидной и красивой женой намного больше себе головников наживешь, чем с набожной и забитой. И 31 стих. Дайте ей от плода рук ее, и да прославит ее у ворот дела ее. Это так мило. Ей дают прибыль от того, что она заработала, нашила, наткала, насажала, наторговала. А ведь могли и не дать. В те времена женщина собственностью являлась. А жену брали в семью мужа исключительно как работницу и чтобы продолжить род мужа. И все ее успешные торговли, видимо, принадлежали мужу, а не ей. Коров государственные, а все, что она дает, молоко или телят, это уже наше. Но тут она такая заслуженная, что ей дали от плодов рук ее и рассказали о ней у ворот всем, чтобы равнялись. Итак, давайте подытожим эту хвалебную песню жене. Это просто потрясающий портрет супервумен с кротостью овцы. Мега успешная бизнес-леди, которая права никогда не качает, работает по ночам, встает затемно, притом от недосыпов и сверхнагрузок никаких нервных срывов у нее не бывает. Не забываем также, что детей она рожает погода, плодовитую лозу же никто не отменял. И при этом она красивая и здоровая. Студентка, комсомолка, спортсменка. Наконец, она просто красавица. Тут может возникнуть вопрос, а зачем такой женщине тогда муж? Особенно если он тупо сидит у ворот и ничего для нее не делает. Ну как же, забыли что ли? Без мужа-то мы, не до женщины же. Кстати, подобного списка, подчеркиваю, подобного, для добродетельного мужа в Библии нет. Ну понятно, это же не надо стараться быть и швец, и жнец, и на дуде и грец. А мужу достаточно, чтобы он просто был. И это просто гениально. То, что проталкивают в голову христианочек. Им говорят: вот как Библия нахваливает женщину, вот какой пример восхищения ей в 31 главе притч. В то время как это не что иное, как средство порабощения женщины, помогающее держать ее в узде через чувство, которое она испытывает каждый раз, когда читает эти строки. Ведь так она всегда будет понимать, первое, что если она не жена и не мать, то и сказать о ней нечего, она никто. И второе, что она не дотягивает до образа добродетельной жены. Как бы там ни старалась, это не похвала женщины, потому что такой женщины просто нет, ее не может существовать физически. Это недостижимый идеалистический эталон, сравнивая с которым любая женщина будет осознавать свою неполноценность и несовершенство. В общем, мамаша царя Лемуила на славу постаралась для своего сыночка.
создав способ, которым самая идеальная и успешная женщина всегда будет поджимать хвост, когда ее тыкнут в свод характеристик настоящей идеальной жены. Цена твоя превыше жемчугов. В глазах прекрасных звезды рассыпаются. В устах любимых солнце улыбается. Я за тебя всю жизнь отдать готов. И в песне ветра я пою признание. И соловей мне вторит соло. Ведь помнишь, пели ангелы венчание. И ты была дарована мне Богом. Я дарю тебе небо,